Всем привет! С вами Миля, и сегодня я кратко хочу вам рассказать про средства передвижения на Кипре. Про то, что общественный транспорт тут не сильно развит, это известно. Кипр – это остров. Из общественного транспорта у нас есть только автобусы. Есть автобусы, которые ездят по городу, и есть междугородние автобусы. Есть экспресс-автобусы, которые ездят прямо в аэропорт и из аэропорта. Автобусы – это неплохой способ передвижения, особенно когда вы только переехали и если вы живете рядом с автобусной остановкой. Если вы живете рядом с автобусной остановкой и, например, даже если вы работаете в другом городе, например, вы живете в Ларнаке и вы работаете в Лимассоле, я считаю, что это отличный способ передвижения, потому что ты вышел, сел в автобус, поехал до работы, там пешком дошел до работы и обратно. И если везде пешком идти, не знаю, 5, максимум 10 минут, тогда для меня это прям рабочий вариант. А если это нужно пересаживаться или минут 30 пешком переться, для меня это уже неудобно, потому что представьте, особенно если это летом, когда плюс 40, плюс 30. А так в автобусе шикарно. Там есть кондеры, сидишь, книжку читаешь, работаешь, смотришь сериал, не знаю, вот у тебя есть час свободного времени. Про автобусы, про цену в автобусах и так далее я снимала отдельное видео. Где-то здесь оставлю подсказку, можете посмотреть. А сегодня я хочу рассказать чуть подробнее про те способы передвижения, которых еще не было тогда. И прямо сейчас, если вам нравится мой контент и все полезно и интересно, плиз, ребят, ставьте лайки, поддержите меня, потому что это то, что меня мотивирует и то, ради чего я работаю и делаю эти видео. И первый способ – это такси. Такси есть классическое, есть через приложение Bolt. Например, когда мне нужно такси, я обычно вызываю это все через Bolt. У Bolt есть минус в том, что не везде он доступен. То есть, если вы где-то там в деревне или вы в каком-то там отеле, странное время суток и так далее, то тут может быть проблемы. И это, конечно, подходит больше туристам, или если вам не знаю, какие-то разовые акции. Конечно, так-то на такси не наездишься, даже на Болте, который достаточно экономный, тут не настолько дешевые цены, как у вас дома, скорее всего. Поэтому достаточно популярный, самый популярный вид транспорта – это машина. Покупка машины, я где-то снимала видео тут. Ничего сильно в процессе покупки машины не изменилось, поэтому можете посмотреть мое старое видео, я там все рассказывала. Если кратко, то мы всегда ищем это все на Базараке, и я лично год арендовала машину и потом таки ее купила. Не знаю, я не могу представить свою жизнь без машины, даже если не хватает денег на какую-то супер классную, не знаю, тачку вашей мечты. Просто какая-то экономная машина, которая будет вас перевозить и обслуживать, это супер важно. Тут из рекомендаций я скажу, что не стоит экономить и покупать супер дешевые машины, например, дешевле 3000 евро. Смотрите на пробег, смотрите, чтобы он был не фейковый, тут часто подкручивают. И просто смотрите на хозяев. Покупка машины – это был бы мой выбор. Естественно, тут есть свои минусы. Например, как страховка, например, и у меня причем полная страховка, я обычно всегда беру полную. Надеюсь, никогда не пригодится, но пусть будет. Дорожный налог, обслуживание, замена масла, фильтров и так далее. Поэтому тут, конечно, если вы только приехали на Кипр, или вы, если не сильно хотите в этом всем заморачиваться, или если она вам не сильно нужна, не знаю, вы работаете удаленно, и, в принципе, у вас дом находится в шаговой доступности от всего, что вам нужно, в таком случае, конечно, это могут быть лишние траты. Следующий вариант – это аренда машины. И аренда машины может быть как на каких-то онлайн-сайтах, я могу в описании скинуть, так и в каких-то таких офлайновых точках, где можно это все арендовать. Рекомендую спрашивать цены офлайн,
потому что онлайн зачастую либо у них сайты не обновленные, либо у них там могут быть менее выгодные цены. Всегда есть место торгу, поэтому рекомендую смотреть цены оффлайн, общаться с ними, и чем на больший срок вы арендуете, тем дешевле цены вы можете у них как-то попросить. И один из самых популярных сейчас новых способов передвижения на Кипре – это каршеринг. Какой-то такой более удобный и свободный способ, чем такси, но тем не менее меньше commitments, чем, например, аренда машины на долгий срок. Сегодня я испробую этот сервис специально для вас. У меня есть машина. Тем не менее, я хочу посмотреть, как все работает. И в конце я вам оставлю промокод с моим именем, который даст вам больше бенефитов, чем если вы зарегаетесь сами. Итак, мы нашли машинку. Вот тут у нас в деревне в Ираклине. Могу сказать, что все такое чистенькое, приятненькое. Конечно, чувствуется, что максимально простая комплектация, но машина свежая. В общем, прикольно. Очень-очень удобно. Гораздо проще, чем я ожидала. Что мне понравилось? Это легкая регистрация. Ты просто загружаешь онлайн свои водительские права, там, вбиваешь номер телефона, электронную почту, имя, фамилию. Далее ID, то есть у меня это вот моя карточка, да, Pink Slip. Сфотографируешься с этой карточкой там, или с паспортом, и, собственно, все. Они там все подтверждают, ты смотришь варианты, сколько у вас там есть машин в регионе. Даже у меня в деревне в Ираклине, у Ларнаки дистрикт, было 5 машин, до одной из которых пешком 5 минут дойти было, хотя я живу вот прям вот около холма. За последние 2 года популярность использования каршерингов просто очень повысилась. И меня это очень радует, потому что, да, понятно, что в других странах, в других городах, на континенте это все супер развито, и уже никого этим не удивишь. Но на Кипре, ребята, на Кипре это просто супер. До нас это доходит практически как до последних. Я очень рада таким опциям, потому что, ну, не все хотят заморачиваться и покупать сразу машину. На этом все. С вами была Жмиля. Всем большое спасибо за внимание и до встречи в новых видео. Пока-пока.